Здравствуйте, товарищи! Вы на канале Старый Стратеговод, который посвящен в первую очередь такому игровому жанру, как стратегии. Сразу хочу отметить, это первое мое видео на YouTube, так что судите меня как хотите. Лайк, дизлайк, мне без разницы, главное высказывайте свои мнения. А если хотите более подробно как-то высказаться об этом ролике, пишите комментарий, только большая просьба, пишите адекватные комментарии. Ну а теперь хватит болтовни, поехали! Итак, первая причина. Первая причина это ты. Да-да, вы не ослышались, так оно и есть. Первая причина ты игрок. Ваши требования, разнообразность жанров, их так много, что даже сложно чем-то удивить. Привнеси действительно что-то новое, а не какие-то мелкие механики или элементы по типу таких игр, как StarCraft 2 или Stellaris. Да и то они хоть чем-то цепляют. Вот вам пример и вывод в одном фланконе. Я играю в ПК-игры лет так 18. У меня скопились целые коробки SD и DVD дисков. В библиотеке Steam также море игр. Приходя в игру подобно Medieval, ты, конечно, удивляешься, но пройдя кампанию на высоком уровне или хотя бы на нормале, играть по-новому тебе не хочется. И ты ищешь что-то новое в этом море выбора. Что вот нового тут найти? В стратегии подобно Medieval 2 играть неохота, да еще и антураж средневековья надоедает. И таким образом ты отбрасываешь еще кучу игр, стратегий. Ну, стратегии так половину уж точно. О, смотри, Звездные войны Empire at War. Ой, отлично, кораблики, прекрасно, там бодаешься за Империю или играешь за каких-то подстанцев. Ну, что-то принципу игры одинаковые, и это тоже надоедает. А вместе с ними надоедает так называемый сеттинг вот этих вот фантастических стратегий. Ну а что, вот по каким принципам, в принципе, все игры можно объединить, в том числе стратегии, в первую очередь, конечно, стратегии. У тебя есть база, что тебе нужно? Развиваться. Для этого тебе нужно строить новые здания, ну, в первую очередь, которые будут усиливать экономику. Потом что? Появляется противник, тебе нужна армия, но экономика у тебя не готова, тебе нужно строить снова новые здания, увеличивать экономику. А как, кто, что будет строить новые армии и как их содержать? Потом захватываешь новые территории для того, чтобы обеспечивать новую экономику и увеличение армии. И в итоге у тебя победа или поражение. Ну что я пропустил? Какие-то уникальные механики, а какие они бывают? Конструкторы юнитов, ну не везде они, конечно, бывают. Древо технологий, ну почти везде. Уникальные способности юнитов, ну не такая-то и большая фишка. Ну что еще? Ну что еще? После всего этого во что тебе играть? Вот? А что мне играть? Нам во что играть? Все однообразно и скучно. Вот выходит что-то в 2020 году, а я вместо этого играю Stronghold Crusader 2002 года. Причем в HD-версию. Ну, она не в счет, да, там ничего особо не поменялось. А что же тот же Stronghold Crusader 2? А есть ли разница? В принципе-то вообще разницы-то и нет. Но дело в том, что вторая часть, та же Stronghold Crusader, которая вышла пару лет назад, она намного хуже, ну, это лично, по моему мнению, чем Stronghold Crusader 2002 года. Вот так вот. Ну и теперь давайте перейдем ко второй причине. А вторая причина — все твои мечты, да, как, опять же, в известной песне это звучит. Да-да, опять же, все то, что мы хотим увидеть, что мы можем представить в наших любимых стратегиях, и что не реализовали. А ведь никто не задумался, что многое из задуманного сложно реализовать или невыгодно. Конечно, если вы хотите, чтобы стратегии или без разницы в игры выходили совсем крутыми, то нужно не только держать карман шире, но и покупать их, а не пиратствовать. Многие сейчас скажут, что и так новые стратегии стоят по 2-3 тысячи рублей, так будут еще дороже. Если мы по такому принципу пойдем, что мы хотим, то и получим. Плюс к этому всему добавляют всевозможные обещания и вот эти вот так называемые расхождения между тем, то, что разработчик пообещал, и то, что он на самом деле сделал. За примером далеко ходить не надо, вспомните опальную Warhammer 40 тысяч Dawn of War 3 стоит недешево, а сделанного
И даже половины того, то, что обещали, там не имеется. Таких примеров очень много. Поэтому тут опять же, если хотите качественной стратегии, придется раскошеливаться. Даже больше, чем сейчас. Сейчас-то это не особо выгодно, да? Ну, что ж делать. Таково время. Хочешь хорошего, оно и стоит, соответственно. Ну и, наконец, третья причина, но уже без попсятины, да? Что-то новое, революционное у нас вот было, что-то последние лет 10-15? Да вообще нет. Последние лет 10-15, если что-то и было, что-то новое, но это было не революционное, а какие-то маленькие изменения. А страшно вообще вот представить, если мы дальше на другие цифры взглянем, вообще когда у нас заложились основы стратегии? 20-25 лет назад, это четверть века. А вот если подумать, что такого нет сейчас у стратегий или у различных жанров? Вот разные стратегии разнообразных видов довольно сильно различаются. Ну, к примеру, РТС, да, стратегия в реальном времени, и БТС, это пошаговая стратегия, и так далее. В последнее время, если что-то новое вводится, ну, это, в принципе, все по мелочи, ну, как я и говорил, собственно. Ну, что вот, опять же, далеко за примером ходить не надо. Это всеми известные и ну, тот, кто любит стратегии и знает это прекрасно, это Stellaris, да? Далеко тут за примером ходить не надо. Civilization 5 и Civilization 6, и тот же StarCraft 2, да? Хотя чем отличается StarCraft 2 от StarCraft 1? Улучшенная графика и небольшими изменениями в балансе, там, ну, серьезно. Там очень маленькие отличия. Total War Warhammer. Ну, там что, вот по механикам, там прям серьезные отличия, что ли, между Медиевалом и вот этим Total War Warhammer, что ли? Ну, кардинальных отличий я там прям вот чересчур революционных, которые бы сказали, что это прям великолепная игра, и она что-то новое привнесла, ну, летающие юниты. А что, летающие юниты у нас вообще нигде они не встречаются? По-моему, они чуть ли не в каждой стратегии имеются в виду. Они есть, и поэтому что об этом говорить? Что еще нового? То, что теперь нельзя отправлять армии без полководца, это что, это новшество, по-моему, усложнение и скорее минус, нежели плюс игры. Что еще? В этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия все окончено. Ну и под конец, соответственно, я бы хотел сказать, что если что-то я сказал, то, что вам не нравится, или у вас другое мнение, пожалуйста, напишите в комментариях. Ну и если вам понравилось, как я уже сказал, ставите лайки или дизлайки, просто показывайте свою активность, а не так, как некоторые товарищи смотрят. Понравилось, ну и ушел, да, не понравилось, не ушел. Будьте поактивнее, это и вам хорошо, как говорится, я замечаю ваше мнение. Кстати, все комментарии я буду читать, ну, примерно в таком ключе. О, все, огонь, лайк, да, от видео отлично. Ну, чё, отлично. Вообще не понравилось. Так, а вот такие мы будем пролистывать. Ребят, ладно, давайте. Всем удачи, всем пока. Надеюсь, вам этот первый мой ролик понравился. Ну, надеюсь, он не последний. К тому же я хочу сказать, что причин, по которым у нас стратегии более неинтересны, их намного больше, чем 3.